Знаешь, я не хотел прибегать к такому способу. Но осознав, насколько сильно мне нужен этот артефакт, я понял, что нужно действовать. Какой артефакт? Где мы? Аарон, прошу, если ты меня слышишь! Не слышит он тебя. Ты здесь как в свинцовой коробке. Тебя здесь никто никогда не услышит. Ну, если ты, конечно, не соизволишь сотрудничать. Хранительница гримуара. Добрый день. Привет, Артур. Ты случаем не знаешь, где Аиша? Ее нет на рабочем месте. Мне нужно дать ей поручение. А ей что-то сегодня не здоровится. Она мне сообщение написала, что сегодня не сможет выйти. Попросила вон, рыбок покормить. Понятно. Почему она не написала мне? Могла бы предупредить. Хорошо. Тогда передай ей, чтобы выздоравливала. Она мне будет нужна, а то у нас еще дел прибавилось. Хорошо, да, обязательно. Ладно, я ушел. Хорошего дня. Фух, пронесло. Так, где эта книга? Надеюсь, ты не кусаешься. Ну, вроде меня током не грохнуло. Значит, все в порядке. Аарон, она у меня. Мы же договаривались, что я лишь туда и обратно. Нет, он снова куда-то испарился. Отлично, гений. Естественно, у него пароль, а как иначе? Как мне теперь найти информацию? Блин. Ладно. Надеюсь, у Артура вышло лучше, чем у меня. Я же всего на 5 минут отошел. Ты уже успел куда-то смотаться. Вообще-то я попытался добыть информацию. Интересно даже, как ты пытался. И не накосячил ли ты случаем? Пробовал залезть в компьютер Сэна. Воу, надеюсь, следов ты не оставил? Я. Следы. Так, шутки в сторону. Книга у тебя? Вот она. Отлично. Нужно держать ее в укромном месте, чтобы Ли не смог отыскать ее. Думаю, я могу помочь с этим. Я бы хотел, чтобы ты помог с поиском информации о Ли. Есть информация какая-нибудь? Некий Ли стал демоном, но жил довольно давно, раз стал таким могущественным. И вроде все. Да, мы так его долго искать будем. Но кажется, я знаю, где мы такую информацию найдем. Я поэтому и хотел залезть в некролог. В некрологе, боюсь, мы такую информацию вряд ли отыщем. А вот в библиотеке... В библиотеке. Сам подумай. Из всех твоих характеристик имя как ничто другое может в этом помочь. Думаю, стоит начать с него. Просто такое имя, как Ли, не так часто и встречается. Ты прав. Я тогда в библиотеку. Нужно как можно быстрее спасти Аишу. Держись, мы тебя скоро найдем. Так, как же мне найти этого Ли в этих книгах? Здесь точно должен быть какой-то компьютер для поиска. Или какой-то ориентир. Нафига ты взял тему преступной организации прошлого? Я думал, это крутая тема. Единственное, что круто, это как ты круто попал, чел. Смотри, у отца Грегори был внебрачный сын Дэвид, который был диким извращенцем, когда власти начали закрывать все каналы группировок, и после вышли на него. Затем он выпилился, повесившись на люстре. Назвали в мафии его как Ли. Брюс Ли? Да, балда. Он самый. Слушай, я тут нашел целый отдел хентай мангой. Пошли? Где? Просто поставь книгу и погнали. Я тебе отвечаю, там точно будет «Остров извращенцев» 12 выпуск. Кто бы мог подумать, что подслушав за дрочилами, я смогу найти инфу о Ли. Ну-ка,
Что тут написано? Так. Не то. Тоже не то. Стоп. Ага, Грегори. Являлся большим лидером городской тройки группировок. Так. Он не любил своего сына, отчего сын ушел в разгульный образ жизни в попытках добиться от отца уважения. Но так и до самой смерти Грегори не принял его как сына, хоть и дал ему место в мафии. Да, это действительно интересно. Так, а где он повесился? Особняк Грегори, что после был переделан под корпоративный склад. Я и не думал, что спустя несколько часов мне уже удастся найти зацепку. Yes! Аарон, прошу, ты меня слышишь? Аарон, помоги! Он схватил меня! Аарон! Сомневаюсь, что Аарон сможет тебе помочь. Кто ты? И где ты? Зачем тебе эта информация? Тебя уже посадили. Вот сиди и жди своего часа. Какого еще часа? Ну того, что с тобой там сделают. Откуда мне знать, какое наказание тебе приготовил этот Шнырли? Он не говорил, что меня ждет. Мне это не нравится. А кому это нравится? Меня вон заточили на дно океана. А это то еще удовольствие, я тебе скажу. Дно океана? Дно океана. Так кто ты? Сомневаюсь, что смогу ответить на твой вопрос. Я уже не смогу вспомнить свое имя. Мне больше 107 лет. Вы так рано ушли на тот свет? На какой такой свет? Я, по-твоему, в раю? И демоны считают свои года после того, как они уже стали одним из слуг ада. А так мне больше... 50 плюс... Да какая уже разница? Я не живой и точка. А как вы узнали про Аарона? Скажем так, мягко говоря, я его дедуля. Хе. И что ты предлагаешь? Явиться на пороге, сказать мы из органов, нам нужно проверить ваш склад. Да, А выполнять твой гениальный план буду никто иной, как я. да. План говно. Я не хочу в нем участвовать. Я брезгую. Мне-то незачем, я могу и сквозь стены проходить. Так скажи мне на милость, я-то тебе зачем, раз сам сможешь абракадабру выполнить? Я боюсь что-то упустить, и вдвоем мы быстрее справимся, чем я один. Да, ну как ты себе это представляешь? Я показываю документы и говорю: «Добрый вечер, я из органов, мне нужно проверить ваш склад на следы преступления». Да, все так. Гениально! Если твой план не сработает, а он не сработает, то ты играешь со мной в кооперативе 24 часа. Такого не случится. Смотри. Добрый вечер, полиция. Нужно осмотреть ваш склад. Молчание — знак согласия. Пошли. Есть тут кто? Это полиция. Нужно осмотреть ваш склад. Да пошли, никого нет. Ладно, что нужно искать? Вот тут даже сам не знаю. Я думаю, что как-то почувствую, когда приближусь к находке. То есть ты хочешь сказать, что мы вообще ничего не знаем о том, что ищем? Ну, по сути, да. Великолепный план, Уолтер. Просто офигительный, если я правильно понимаю. Надежный, блин, как швейцарские часы. Да ладно тебе. Вот поэтому я тебя и позвал. Чтобы ты подумал, что могло остаться здесь после сноса особняка и переделки его в склад. То есть это что-то в земле. А ты быстро соображаешь. Как ты доставать это собрался? Тут бетон, а не паркет. Тут я чуть остановился в придумывании плана и пошел сразу за тобой. Думал, что придумаем уже на месте. Ладно, уже ничего не остается. Мы внутри. Здесь вроде никого нет. Того, кто бы помешал нашим поискам. Вряд ли такой шанс предоставится еще раз. Тогда не теряем ни минуты. Да втюрился он в тебя, иначе зачем демону так долго за тобой ходить? Я понимаю.
и в то же время чувствую к нему что-то. Но все, что я делаю, кажется недостаточным. Я чувствую, что я могу что-то сделать. Пока не понимаю, как вернуть Аарона в мир живых. Но это действительно не так просто, как кажется. Да и вообще, если вдуматься, демона трансформировать обратно в человека... А ангела в человека? Что? Даже если и возможно внучка вернуть обратно в жизнь, то ангелом он точно не станет. Могу тебе сказать, как его дед. Я все равно не остановлюсь и продолжу поиски. А ты, погляжу, действительно вцепилась в него. Не вцепилась. Просто хочу помочь ему. Знаю я такую помощь. Я так с бабкой Аарона познакомился. Думаю, не все потеряно, дорогая. Не я один слышал о божественных артефактах. Они были созданы по глупости, я считаю. Из-за разлада на небе Бог почему-то не уничтожил их, а очень надежно спрятал и привязал к роду людскому к кровной линии тех, в ком находилась часть благодати. Насколько сильны эти артефакты? Они могут обернуть демона в человека? Они настолько опасны, что уничтожили всю эру динозавров. И да, есть такой артефакт. Божественный гримуар ему название. Спасибо, выручил. Я уплатил свой долг. Не совсем. Я с тобой еще свяжусь. Иди. Ты хотела бы снова увидеть его, дорогая? Да, я бы хотела его обнять сильно. Тогда лови шанс и не упускай его. Как? Почему? Как, не скажу. А вот почему? Ну, может быть, потому что ты нравишься моему внуку. Ну и он бы меня просто бы не простил, если бы я не сделал этого. Спасибо вам большое. Давай выбираться, иначе все это будет без толку. Все, мы вышли за рунное поле. Какое поле? В тюрьме нельзя прочитать ритуал. Там поле из рун, что запрещает проводить любые ритуалы со стороны демона. Что за ритуал ты хочешь прочитать? Мы не колдуем, деточка, как маги, ведьмы, колдуны. У нас свои способы. А теперь приготовься. К чему? Так, что ты хочешь сделать? Перенести нас в безопасное место. Паскаль Конгредариум, Омнис Пифико, Ленджио Диаболика, Омниус Потестес Доверсале. А? Где мы? Одно из моих секретных мест. Тут вряд ли они будут искать. А нас Аарон сможет найти? Я обязательно найду тебя, Аиша. Даю слово. Ты это уже 4-й раз повторяешь, и мы обыскали полсклада. Оно должно быть где-то здесь. Я знаю это. Ну так почувствуй. Попробуй перейти в тень, я не знаю. Попробую. Оно здесь! Ты гений, Артур! Спасибо. Как теперь это достанем? Пока мы тут бродили, я нашел одну лопату. Нам невероятно повезло, что эта часть уличная, и она не заделана бетоном. Возьми лопату, ты принес? Как ты просил. Божественный гримуар, почему ты выбрал эту девчонку? А значит, я смогу соединить 3 обряда для отвязки ее от книги. Хозяин, но если что-то пойдет не так, она будет... Я знаю, что с ней будет. Вот как мы будем действовать, если даже попытаться не можем? У вас есть один шанс, господин. Может быть, нужно еще поискать, она все равно у нас. Но не книга! А мне нужно достать книгу. Достаньте сначала книгу, может быть, еще сможете найти верное решение. Что с вами, хозяин? Что-то не так. Я сейчас. Расскажи, пожалуйста, поподробнее о гримуаре. Гримуар последний раз видели 400 лет назад. Мне попалась летопись одной старой цивилизации. Она сумела скрыться от всего мира благодаря как раз этому гримуару. Они довольно много знали о способностях этой книги и о том,
какие другие божественные артефакты существовали. Но, к сожалению, после той летописи я так и не смог найти информацию о других артефактах или упоминание деревни в других источниках. А где сейчас эта летопись? А вот как раз эта часть истории довольно интересная. После очередной прочитанной книги я отлучился от своего места, и после того, как прихожу, на столе в углу ее больше не было. Кто-то ее украл? Я вот тоже об этом думаю, но следов мне так и не удалось найти. А вот и мое скромное место. Тут нас навряд ли кто-то найдет. Думаешь, в обычной пещере они нас не найдут? Ты сначала взгляни, что за пещера, а потом уже говори. Ничего себе. Я думала, будет чуть поскромнее. Можешь возле пещеры посидеть, если хочешь. Нет, я ничего. Просто никогда бы не подумала, что тут такое. В этом и прелесть этого места. Мне оно нравится. Тут спокойно. В наше время сейчас спокоем прям очень тяжеловато. А оно спасает. А как же Аарон нас может найти? Не переживай, мы с ним свяжемся, но чуть по-другому, чтобы нас не нашли. А сейчас нам нужно кое-что отыскать. Как мы свяжемся с Аароном? Кровный обряд. Сволочь! Ты что, думал, я тебя не почувствую? Вот черт.